the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Итак, сегодня вышло новое большое обновление и был добавлен новый игровой режим. Давайте по порядку. Изменение героя Хелли. Честно, не использую ее, у меня даже ее нет. Мне нужно еще 39 камней душ, чтобы открыть ее, но мне кажется, это пустая трата кристаллов. Итак, первое. Бросается вперед и использует свою косу, чтобы притянуть врагов, нанося магический урон в веерообразной зоне перед ней. Затем она отпрыгнет с поля боя, не получая урон во время рывка вперед. После возвращения на поле боя получит временное усиление сопротивления магии и брони. Второе изменение — это навык коса души. Призывает косу души. Каждый раз при использовании навыка эта коса будет летать по полю боя, нанося урон врагам. Этот навык имеет иммунитет к молчанию. Каждое попадание косы душ по цели будет добавлять Хелли метку смерти. При достижении 3 меток будет повышено похищение жизни, а при 5 повысится получаемое лечение. Как-то так, честно, нужно тестить и смотреть, что именно изменили. Если не ошибаюсь, навыки были практически такие же. Ладно, перейдем к основному изменению контента. Новый игровой режим турнир очков. Турнир очков — это режим в процессе войны королей, в котором могут участвовать все игроки, начиная с момента начала войны королей. Зарабатывайте очки с помощью ежедневных сражений турнира очков. Используйте очки в магазине очков в обмен на предметы или ставьте их в войне королей, чтобы заработать еще больше очков. Итак, перейдем к правилам турнира очков. Первое. Каждый день в турнире очков игрок может провести 5 сражений. Получите 50 очков за победу и потеряйте 15 за поражение. Неплохо. Если вы бросите вызов игроку с высокой силой и выиграете, вы можете получить бонусные очки в качестве награды. И второе, каждый день в турнире очков 2 героя будут запрещены, что означает, что они не смогут принять участие в этом раунде турнира. В общем, ждем этот новый режим, и когда он выйдет, более подробно можно будет рассказать о нем и показать. Новый режим — это всегда круто, весело, поэтому жду с нетерпением. После того, как начнется сезон турнира очков, все неиспользованные очки предыдущего турнира будут отозваны и преобразованы в теневую сущность. Вот на этом хочу остановиться и спросить, почему прошлые очки турнира короля были преобразованы в теневую сущность. Да, я понимаю, они были потеряны, но нас об этом не предупреждали, и я лично и все остальные тратили свои кристаллы и наставки и хотели бы получить что-то более ценное, чем сущность тени, либо просто компенсацию кристаллами. Я уже писал неоднократно об этом разработчикам, но в ответ все по шаблону, как будто общение с роботом. Правила ставок королей. Ставки королей делятся на ставки группового этапа и ставки отборочного этапа. На групповом этапе вы делаете ставку на то, какие претенденты выйдут из группы. За успешные ставки ваши очки будут удвоены, за проигрышные ставки вы потеряете половину своих очков. Кстати, в прошлый раз мы теряли все очки, поэтому в этот раз хочу сказать спасибо за такую щедрость. На этапе исключения вы делаете ставку на то, какой участник выиграет в каждом матче. За успешные ставки ваши очки также будут удвоены, за поражение будут наполовину потеряны. Итак, улучшение. Исправлены проблемы исчезновения замка игрока с карты мира. Если игрок находится в сети, но не выходит в карту мира после того, как его замок разрушен и принудительно перемещен. То есть это была проблема, получается, которую они не могли решить столько лет. Или это была не проблема, а именно целенаправленно замок не появлялся. Ну, что сказать, закончилась эра самосжигания. Теперь можно будет сжигать замки в ноль хоть по 100 раз в день, что будет очень дезморалить игроков, которых жгут. И эти игроки будут бросать игру. Как по мне, это так называемое улучшение немного некорректное. Я бы исправил немного это улучшение, чтобы после сжигания замка игрока замок исчезал с карты мира на 48 либо 24 часа, а после появлялся на рандомном месте. Это более умное решение проблемы. В противном случае игроки, чьи замки будут сжигаться в день по несколько раз в ноль, просто будут бросать игру. Я более чем уверен, мое предложение для обновления лучше, чем то, что предложили сегодня разработчики. Поддержите этот ролик и распространите его всем друзьям, которые играют в эту прекрасную игру. Надеюсь, разработчики прислушаются к предложению. И последнее улучшение. Улучшена граница аватаров для героев, достигших 102-го. В общем, ничего интересного тут. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока-пока.